15 по 21 июля, в течение недели, в 2001 году в Бангаре, штат Мэн, прошел семинар второго уровня для основных членов сообщества ортопатов. Сегодня он известен как первый Всемирный ДНК конгресс, приуроченный к десятилетию открытия доктором Типальдосом триггер-бенд-техники. Видимо, основные члены сообщества ортопатов – это те, кто, как упомянуто в УМП 1999 года, сдал доктору Типальдосу устный и письменный экзамен, а также написал научную работу. Но это не точно. В интервью 2020 года Матч Кастен говорит Торстену Фишеру: на первом конгрессе было всего человек 10, но она не говорит, что участие в этом мероприятии было по приглашению. В сайте доктора Типальдоса упомянуты 10 человек. Сам доктор Типальдос, доктор Томас Листер из Соединенных Штатов, доктор Марк Чернецкий из Соединенных Штатов, Кески Танака из Японии, доктор Георг Харрер из Австрии, доктор Юрген Шлагбауэр из Германии, доктор Барри Олдхэм из Португалии, доктор Франко Миллиоци из Италии, доктор Бьор Рунар Даль из Норвегии и доктор Уэйн Миллард из США. На фото мы видим только 9 человек. На сайте доктора Типальдоса об этом событии было сказано следующее. Врачи изучают более эффективные методы лечения. Врачи и остеопаты из 7 стран с 3 континентов собрались на этой неделе в Бангаре, штат Мэн, чтобы пройти обучение у основателя новой медицинской специальности, которая предлагает менее инвазивные и более эффективные методы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе и тех, для которых ранее не существовало эффективного лечения. Ортопатия использует модель фасциальных дисторсий, разработанную доктором Стивеном Типальдосом из Бруера, для систематической и целенаправленной диагностики и лечения различных состояний, включая замороженное плечо, растяжение лодыжек, синдром запястного канала, камни в почках, пластический паралич после инсульта, фибромиалгия, артрит и другие. Типальдос и его основная группа врачей и международных остеопатов заслужили репутацию в своих частях мира благодаря лечению состояний, которые не поддаются лечению другими методами. В своей лекции доктор Типальдос рассказал о лечении инженера, пострадавшего в результате несчастного случая в шахте. Женщина не могла поднять руку выше уровня плеча с 1993 года. В прошлом она прошла множество различных видов лечения. Доктор Типальдос распознал симптомы, выражаясь ортопатической терминологией, надключичной грыжи триггерной точки, простой, но весьма болезненной проблемы, которая была устранена применением актуальной техники всего за один подход. Вот для чего существует ортопатия, сказал доктор Типальдос участникам конференции. Понимая, что происходит внутри организма с помощью модели фасциальных дисторсий, мы можем последовательно исправить подобные проблемы у каждого пациента. В ортопедии это невозможно. На конференции, прошедшей на этой неделе в отеле Рамада Инн в Бангаре, врачи из Японии, Португалии, Италии, Германии, Австрии, Норвегии и США углубленно изучали модель фасциальных дисторсий, а также обсуждали и применяли на практике передовые методы ортопатии у пациентов с различными травмами. Они также отметили десятилетие модели фасциальных дисторсий и обсудили стратегии повышения информированности об ортопатии. А вот что о нем в 2003 году было написано доктором Кески Танака. В июле 2001 года в Бангаре, США, основатель модели фасциальных дисторсий доктор Стивен Типальдос и приглашенные провели церемонию празднования десятилетия модели фасциальных дисторсий. На конференции обсуждались перспективы модели фасциальных дисторсий, а памятный семинар только для основных членов включал в себя более углубленные практические инструкции во время лечения реальных пациентов, в отличие от предыдущих семинаров. На этом мероприятии было решено сменить название метода с ортопатическая медицина на модель фасциальных дисторсий. Доктор Кахей Вата в отчете о ФДМ-симпозиуме 2005 года сообщает, что на ФДМ-симпозиуме в 2001 году обсуждался вопрос защиты модели фасциальных дисторсий. Цитирую. Участники встречи обсуждали перспективы модели фасциальных дисторсий, а также меры по обеспечению его надлежащего распространения. Этот вопрос имеет большое значение для тех, кто правильно практикует ФДМ. Было сообщено, что когда доктор Типальдос ранее принимал хиропрактов
на семинарах по модели фасциальных дисторсий, 2 доктора-хиропракта, посетивших его курс, изменили название техник ФДМ и преподают их на коммерческой основе. Подобные случаи могут произойти в любой стране. Конкретных мер противодействия не существует. После событий 11 сентября 2001 года, по версии, повторяемой учениками доктора Типальдеса в интервью и публикациях, но возможно, что и из-за проблем со здоровьем или по финансовым соображениям принимает решение ограничить количество длительных перелетов. Он попросил доктора Георга Харрера, систематически обучавшегося и стажировавшегося у него к тому моменту уже около 5 лет, взять на себя преподавание первого уровня по ортопатической медицине в Европе и Британии. Вернее сказать, даже не попросил, а навязал, как он об этом рассказал в 2005 году на Аляске. Этот фрагмент можно увидеть на YouTube. Видео называется «Стивен Филипп Типальдес. Мемориал. Часть 2». Доктор Харрер сначала отказывался, но затем, под давлением своего друга и учителя, все-таки согласился. Правда, несмотря на это, в 2001 году доктор Типальдес сам провел в Европе семинары первого уровня и еще дважды.